Всем привет, это Россия без будущего. Меня зовут Александр Романенков, мой соведущий Андрей Кузичкин. И сегодня мы будем разговаривать на предмет, который, наверное, многих интересует. Когда закончится вот это вот, не хочется говорить слово война, специальная военная операция. Мне так говорить приходится, потому что я, значит, нахожусь на территории Российской Федерации и вынужден подчиняться российскому законодательству. А вот Андрей, он совершенно безбашенный. Я думаю, он сейчас попытается ответить на все вот эти вот вопросы. Погнали! Андрюш, сразу к тебе вопрос переадресую. Я знаю, что ты следил на протяжении пары дней и даже поучаствовал вот в этом вот слете, который состоялся в Вильнюсе, куда приехали представители различных стран, входящих в Североатлантический альянс и собирающихся в том числе, потому что знаю, там, что Зеленский, по-моему, да, побывал. Расскажи, чего делали, до чего договорились. Да, привет, Саш, привет всем нашим слушателям и зрителям. Я в Эстонии, мне, конечно, можно говорить чистую правду и слово «война» употреблять столько, сколько захочешь. Радости только от этого, конечно, никакой нет. Ну, я не совсем могу быть объективным, потому что являюсь членом Ассоциации Эстония-НАТО. Повезло побывать на открытии саммита, правда, онлайн. Я был в Таллине, саммит открылся в Вильнюсе, от него ждали очень многое. Но, как всегда, ожидания оказались завышенными. Общественное мнение в Эстонии, да по всей Европе и, да, наверное, по всему миру разделилось. Что все-таки такое было? Обещали нечто грандиозное, историческое, сулили Зеленскому сюрпризы, но. Вчера я слушал комментаторов, они сказали, что, наверное, девизом этого саммита стали слова «да, но», потому что решений приняли достаточно много и серьезных решений, но вот удовлетворить этими решениями участники саммита не смогли абсолютно никого, потому что не было никаких прорывов, не было сенсаций, не было сюрпризов. Ну и, собственно говоря, в историю этот саммит и войдет так через запятую, как один из многих. Хотя представительский уровень был, конечно, самым высоким, выше просто не бывает. То есть приехали главы государств, 31 государство у нас сейчас входит в Североатлантический альянс. По-моему, там 29 государств были представлены своими высшими должностными лицами, в том числе Джо Байден прибыл, и Реджеп Эрдоган, который вообще редко из Турции куда выбирается, он тоже прилетел в Вильнюс на саммит. Так что уровень был очень представительский. Рассматривались два вопроса основных. Это, конечно же, перспективы членства Украины в НАТО и членство Швеции. Как известно, Финляндию и Швецию одобрили их заявки на вхождение в НАТО, и Финляндии это удалось уже сделать в этом году, а вот Швеция до сих пор на пороге. И мешает ей это сделать именно Эрдоган, потому что по уставу протоколы о вхождении Швеции в НАТО должны оформить все члены организации, но Эрдоган то у него выборы были, то национальное собрание, значит, долго не собиралось, и поэтому он наложил, по сути дела, вето на членство Швеции, но вот в Вильнюсе подобрел, видимо, получив согласие США на продажу истребителя F-16 Турции, и сказал, что вето это снимается. Ну и опять-таки, что на следующей неделе вроде как собрание национальное великое в Турции этот вопрос рассмотрит о членстве Швеции в НАТО, но потом уже постфактум заявил, что, скорее всего, это будет в октябре, потому что сейчас собрание еще пока отдыхает. Но, тем не менее, очевидно, в этом году Швеция станет 32-м членом НАТО. А вот Украина не станет. То есть самая главная была интрига, конечно же. Нет, ну с Украиной никто же Нет, и никто не думал, конечно, да, совершенно верно. же нормальных думающих людей, потому что там есть же целая определенная когорта правил, да, по которым одно из правил ты можешь стать членом альянса, да, когда у тебя, в общем, на территории все спокойно, не ведется никаких боевых действий, да, ты не ввязан ни в какую войну. Потому что, и в принципе, я считаю, что это правильно, потому что, ну, так, знаешь, случилась война где-нибудь, там, какие-то боевые действия, и тут же в это НАТО там или в Хшанск. Верно, конечно. Там проситься какие-то люди, ой, ребят, спасите, помогите. Нет, понятно, что такие решения должны быть, должны быть определенные. Нам-то, русским-то, чего с этого? Расскажу, да. Почему-то наши пропагандисты притихли, ну, за исключением Димона Сизого Носа Медведева, который опять там вчера
понесло его. Ноги с Дону нес. Он уже действительно там призывает, вот все, теперь уже точно стопудняк будем воевать с НАТО. Ну, понятно, что его эти все сообщения вызывают улыбку, но с другой стороны, если такие заявления делаются, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, он не просто так говорит, а Медведев все-таки хочется, не хочется в это верить, но он статусный человек. Когда говорит Вася Кукарекин, какой-нибудь депутат там, из каких-нибудь новых людей или «Справедливой России» писен, вот мне всегда глубоко фиолетово, я и своей аудитории всегда говорю, вы смотрите, кто и что произносит. Если это статусные люди, к этому стоит прислушиваться. Если действительно ноунейм какой-то, никому неизвестный чудик, то можно просто посмеяться. Но Медведев так или иначе статусный человек, и периодически поднимая вот эту вот градус напряжения в отношении НАТО, потому что, действительно, хочешь не хочешь, начинаешь напрягаться. Тут в одни боевые действия ввязались, а тут некоторые прям спят и видят, что мы совсем НАТО хотим. И вот как раз на фоне всего вот этого саммита замечательный наш любимый Дмитрий Анатольевич Медведев опять активизировался. Я уж не знаю, под каким допингом он был, но вот буквально вчера, во вторник, в среду, да, буквально прилетело вот это вот, цитирую, «Россия и НАТО на грани войны», а точнее за гранью, то есть в очередной раз этот человек, по всей видимости, намекает, что в войне между Россией и НАТО быть, потому что все-таки Медведев нравится, кому-то это или не нравится, он человек статусный, да, все-таки бывший президент, все-таки секретарь, по-моему, Совбеза ООН или там... Заместитель секретаря, да, ну, Совета Безопасности. Да. В общем, человек статусный, тем не менее, одно дело, когда такие вещи говорят какие-нибудь депутаты а-ля Журавлев, да, какой-нибудь пропагандист Мардан, ну и прочее, вот это вот шелупонь, это один калинкор, совсем другое, когда статусные люди произносят такие вот вещи, это немножечко не может не напрягать, потому что даже Z-патриоты, они же прекрасно осознают и говорят, слушайте, мы тут в одни боевые действия ввязались. А вот нахрена нам еще вот конкретно совсем НАТО ссориться, потому что, по-моему, вполне себе очевидно, что одна Россия против всего мира не вывезет, против Североатлантического альянса тем более. Сегодня и так достаточно сложно все происходит, потому что, экономика НАТО, экономика мира, да, она по понятным Ну да. Раньше мерились, у кого больше ядерных боеголовок, простите за это слово, а теперь, конечно, меряются размерами ВВП, и этим много определяется. Ты совершенно прав, что, конечно, Медведев отражает точку зрения, и, в истерической форме он ее всегда выражает несколько, но, тем не менее, видимо, все равно это не он придумывает, за него коллектив авторов все эти тексты пишут, и, конечно же, в Кремле, в Москве пристально наблюдали за саммитом в Вильнюсе, и здесь точно так же, как и, собственно, сторонники сближения НАТО и Украины, остались, видимо, полудовольными. Довольны тем, что Украина не получила приглашение в НАТО. Ты прав совершенно, когда говорил, что воюющую страну невозможно в НАТО принять, это значит, что завтра же тогда НАТО должно объявить войну России. А с другой стороны, все ждали как раз хотя бы формального приглашения Украины. Это ведь ни к чему не обязывало. Ни Соединенные Штаты, ни другие государства. Пригласили. Может, это через 5 лет будет. Турцию пригласили в ЕС, они 50 лет уже ждут. Тем не менее, этого не случилось. Поэтому, конечно, с одной стороны, в Кремле могут быть довольны. С другой стороны, вот на этом саммите приняли, ты не поверишь, 4000-страничный документ. На 4000 страниц расписывают, как НАТО будет противодействовать России. Какие мощные группировки создадут для противодействия России на море, на суше, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. Поэтому это, конечно, документ очень мощный. Почему сразу, засуетились все, и Медведев в том числе стал кричать, что вот нам НАТО угрожает. Ну и кроме того, страны Большой Семерки, к которым еще примкнули также Исландия, не входящая в эту семерку, Швеция, несколько других стран, они объявили себя гарантами безопасности Украины. То есть тем самым они как бы себе руки развязали для поставок оружия, оказания консультаций, всевозможных передачи разведданных. То есть, по сути дела, конечно, НАТО впрягается в эту войну еще в большей степени. Но я думаю, что, может быть, нашим зрителям не очень интересно. Сердце, просто вот надоело уже слушать и обсуждать. Обсуждать я вообще никогда не хотел слушать вот в таком ключе, что вот НАТО прям так помогает, да. Мы все прекрасно понимаем, что
что со всех сторон есть интересанты. То есть люди, которые зарабатывают на этом политические очки, да, и б, ну, конечно же, деньги. Причем как с той стороны, так и с этой стороны. Не просто так поддерживают вот это вот страны, входящие в Североатлантический альянс, Украину, там, даже не входящие в альянс, не просто так поставляют туда оружие, это деньги, кто-то на этом зарабатывает, так же, как и у Путина тоже есть башни, которые заинтересованы, чтобы эти боевые действия продолжались, об этом почему-то никто не говорит. Я больше чем уверен, он бы сам с удовольствием уже закончил все к чертовой матери, потому что каждый день вот этих вот боевых действий для него это удар по авторитету, для него это удар по рейтингам. Есть в шахматах такой термин цуцванг, да, когда каждый последующий ход он приводит еще к более печальным последствиям, то есть становится все хуже, хуже и хуже. Плюс каждый день это колоссальные расходы, и уже даже его вот эти вот ватные патриоты начинают вопросы задавать, да когда все это кончится. Буквально вот на днях тут Левада-центр признан агентом на территории России, надо произнести это обязательно, опубликовал результаты очередного опроса, и почти 60% опрошенных, очень высокий показатель, с 2014 года таких показателей не было, рекордный, как они пишут, почти 60% опрошенных, 58, по-моему, если быть точным, высказались, что да, они осознают, что дальше положение России будет только ухудшаться, и в связи вот с затянувшимися боевыми действиями, и в связи с санкциями, и по экономике это шарахнет, то есть 60% населения. Если раньше эта цифра была там еще год назад, она была ниже 50%, там процентов 35-39, наверное, высказывали, что, в общем, не вывезем в случае чего и прилетит по голове здорово и больно, то вот сегодня эта цифра уже почти 60%, и она, я так подозреваю, будет расти, потому что да что там далеко ходить, вот только что вот прям сюда приехал на запись, да, на эфир, зашли до того, как в магазин гостей ждем. Ну-ну, так-так. Вот гости приехали, зашли, и ты знаешь, я редко так вот внимание на цены обращаю, потому что обычно маленький ребенок, там бегом бежим, жена обычно, я корзинку эту катаю, но вот в этот раз я вот просто даже с целью там ходил, не просто шатался, как обычно, а присматривался к ценникам. Реально заметно цены выросли, причем очень заметно выросли цены, и по каким-то позициям на 50 и даже более процентов. Я имею в виду простые продукты питания, мясо, колбаса, сыры, там овощи, фрукты, майонез, хотя овощи, фрукты сейчас сезонные, они немножечко дешевеют, но не сказать, что дешевеют. А лук репчатый подорожал, это 100 пудов. Для понимания, вот в прошлом году в это время килограмм арбуза стоил порядка там 25 рублей. Сегодня, сейчас он стоит порядка 55. То есть разница налицо. Вот в это же время, середина июля, учитывая то, что в этом году лето в России началось раньше, то есть у нас весь май очень жаркий был. Вот май был как июнь, июнь был как июль, наверное, вот июль тоже как июль. То есть у нас очень жарко, поэтому арбузы в этом году созрели раньше, многие овощи, фрукты, но все равно цены продолжают. Да, конечно, безусловно. Это как раз связано и с логистикой, и со всеми... И с курсовой разницей, да, и есть более глубокие проблемы, конечно. Я постоянно слушаю, читаю Росбизнес-консалтинг, где выступают вполне вменяемые экономические эксперты. Ну, когда там из Валдайского клуба я, конечно, не слушаю. А вот когда представители разных фондов, исследовательских структур, институтов с большим интересом. Еще этот ресурс остался, Росбизнес-консалтинг, потому что там могут и ведущие откровенно что-то обсуждать. И они сразу поставили под сомнение всю эту официальную статистику, которая нехотя, но признала, что все равно инфляция в России начала расти аж 3,5% годовых. Но они сказали, что по их собственным ощущениям, вот как живых людей, москвичей, инфляция уже превысила 20%. Потому что ездят на заправки и видят, как там ценники постоянно меняются, а при этом качество топлива еще и ухудшается. То есть, по сути дела, начинают бодяжить. Потому что очень трудно теперь качественное топливо добыть, оно все уходит на войну в Украину. Сказали, что курица, например, дорожает, не знаю, обратил ты внимание или нет. Но мои из Томска мне пишут, что да, на самом деле курятина
начала резко дорожать. И говядина, например, по 700 рублей уже продается в магазине. Это сейчас 7 евро получается, но за счет курса подешевело. Курятина действительно, вот как раз ты очень хорошо напомнил, у меня супруга первая на что обратила внимание, сказала, нифига себе, а курица филе она обычно берет, ну потому что у нас ребенок есть, уже 400 рублей, хотя еще недавно она там где-то в районе 270 стоит. Ну, нереально. Я так подозреваю, что это как раз связано с ведением боевых действий, что... А кормов? Кормов нет, некому работать. Дело, что эта курица уходит туда, на Не, ну, если госзакупки был бы спрос, тогда бы, конечно. А в том-то и дело, что и производство сокращается, курятины, потому что не хватает кормов. А кормов не хватает, потому что некому работать, чтобы эти корма производить. И к тому же по зерновой сделке все время тоже какие-то тормоза идут. То есть в любом случае мы завязываемся на войну. Когда и говорят, ну, а значит, а как это может повлиять на нас? Ну, где-то там далеко, в Украине воюют, ну, что-то там, люди поехали заработать. Какие проблемы-то? А проблемы, они в том-то и дело, география у них меняется, то есть все больше регионов в эти проблемы оказываются затянуты, не только приграничные, которые обстреливаются, но и глубина этих проблем, она тоже возрастает, потому что начинаются системные такие сбои. Ну, мы с тобой как-то говорили уже про кукурузники, которые перестали летать, теперь все время откладываются или отменяются рейсы из-за технических неисправностей. Моя супруга тут летела на самолете из Питера до Томска, и она прислала фотографию крыла, потому что крыло в заплатках, на крыле трещины, и, в общем, конечно, она была рада несказанно, что все-таки приземлились благополучно. То есть вот эти проблемы, они возрастают. И знаешь, на что я обратил еще внимание? Ну, конечно, еще и жара. Но ты посмотри, отовсюду, Орск, значит, Благовещенск, еще откуда-то поступает информация о массовом пищевом отравлении детей. И в лагерях, и в детских садах. В Орске вот сейчас траванули, значит, этим йогуртом молочным. А почему? А потому что, опять-таки, снижается качество продукции. Потому что сырье некачественное идет, потому что очень ограничено опять сырье, натуральное тоже молоко, и начинает его бодяжить, добавлять там, контроль качества отсутствует, и, в общем, оно все это вот взаимосвязано, конечно. Ситуация не ахти. Но в этом отношении, конечно, НАТО тоже ничем России не помогло, потому что понятно, что война вообще, наверное, все-таки затянется. Очень нам всем хотелось бы, чтобы все это вот где-то вот была перспектива. Конец-то виден или нет? Не виден, к сожалению. Такое ощущение, Андрюш, складывается, что нам-то, может быть, и хотелось, чтобы вот это все поскорее закончилось. А есть определенные люди, причем как с той, так и с другой стороны, которые не хотят, чтобы это заканчивалось, потому что эти люди делают сейчас очень большие, серьезные бабки на поставках вооружения, военной, до того же продовольствия. А войска, ну ты же понимаешь, ну что значит прокормить там целую ораву солдат? Вот я как-то считал, прям в эфире, по-моему, прям с тобой мы вместе, что один солдат, да, ему надо, ну, в день, ну, полкилограмма еды надо. Ну, это мало. 300 тысяч человек мобилизованных, да, вот сколько? 300 тысяч, ну, нет, допустим, полкилограмма. Ну, это по минимуму, впроголодь. В день. 300 тысяч мобилизованных, вот они сели поесть за один раз, они сразу съели 3 вагона жратвы. Можете себе представить? 3 вагона за один раз, а жрать они хотят 3 раза в день. То есть за день 9 вагонов они съедают, да? То есть насколько там состава одного хватит? На 2-3 дня, что ли? Это только для мобилизованных, а плюс там еще же гуманитарку какую-то. Это огромные деньги. Вот меня пугает, что народ, те люди, которые вот сегодня на этом бабло делают, они вошли во вкус, они почувствовали, они будут продолжать, они будут капать на мозги, повторюсь, как с той, так и с другой стороны, а нам придется расхлебывать. Я думаю, и на Путина также дает, ведь многие вспоминают там, говорят, вот элита, я тоже несколько раз каюсь, грешен, говорил, что элиты-то ведь наверняка давят на Путина, что вот... Ну, пора заканчивать, да? Мы бабки теряем, а потом подумал, что есть ведь и другая категория элит, которые вот сегодня там отстраивают Мариуполь, например. Зачем его отстраивать? Ну, глупый вопрос. Очевидно, что ВСУ пойдет отбивать этот Мариуполь, значит, он будет снова разрушен, все эти отстроенные дома с очень большой долей вероятности, но строятся, а мы понимаем, зачем строятся. Огромные бюджеты, огромные бабки. Да, вот вышло тут издание совершенно замечательное проекта, признан нежелательной организацией в России, про медиа-империю Пригожина. Расследование вышло, если не видел, рекомендую посмотреть. Они рассказывали там, ну, вот
медиа-империя Пригожина, там просто какие-то чудовищные бабки в никуда тратились на создание там 600, по-моему, у него медиаресурсов в общей сложности, ну, по крайней мере, кто-то из их представителей так говорил. А это же, представляешь, какой крокодил, которого надо кормить, это бабки, 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 кто-то сидит, пилит, поэтому... Ну, там про 800 миллиардов, по-моему, уже речь-то шла, что, да, из государственного бюджета отслюнявили Пригожину на весь его бизнес. Ну, это понятно. Эти крысы-паразиты, да, конечно, эти крысы-паразиты, они всегда были и все подгрызают. Тут проблема-то в том, что еще это создает ложные иллюзии экономического благополучия. Почему Путин-то как раз там по столу кулаком стучит, что все гораздо лучше, чем нас тут пугали, а мы на подъеме. Это правда, идет фронтальный подъем, как называют экономисты, за счет вот именно военных действий, потребления. Металл потребляется, уголь потребляется, электроэнергия потребляется. В Иваново там кричат, значит, ого, у нас экономика на подъеме, они обшивают всю армию. Продовольствие, значит, тоже производится, но все равно ведь ресурсы, они ограничены, они с неба ж не падают. И, по сути дела, сейчас просто из гражданского сектора все это оттекается на войну. А война все это перемалывает в никуда. Если бы это шло в гражданский сектор, тогда бы люди, значит, богатели, они бы размножались, брали бы ипотеки, строили бы новое жилье, и все было бы тип-топ. Новые бы производства открывались, рабочие места создавались. А сейчас в России минимальная безработица 3%, а просто потому, что работать некому. Всю работоспособную силу угнали на войну. Вот в этом тоже проблема. Поэтому есть такая иллюзия, что вот сейчас экономика начала расти, но это восстановительный рост после кризиса, после спада коронавирусного. В перспективе это потом все упадет и очень глубоко, и подниматься будет практически невозможно. Опять-таки вопрос о будущем России стоит, и он наливается прямо, вот такой уже становится зримо, очевидно. Мы с тобой как бы просто на пиарном таком уровне назвали эту программу, да, «Россия без будущего». Но, по сути дела, теперь все это приобретает уже совершенно бесперспективность, становится все более очевидной. Ну вот на этой оптимистичной нотке предлагаю сегодня и закончить наш эфир. Ну а увидимся, услышимся очень скоро. Это Александр Романенков, Андрей Кузичкин, «Россия без будущего». Увидимся, услышимся. Пока-пока. Всем счастливо.